Друзья, всех приветствую. У меня вот такая вот проблема с ВАЗ-2112. Болтается руль. Как вы можете заметить, он сильно расшатан, как будто бы он оторван от чего-то. Проблема в том, что вот куда крепится руль, вот этот вал, да, там бывает подшипник. Из-за того, что подшипник испортился, так, покажу вам, как выглядит подшипник. Вот такой вот новый подшипник, который я купил. Так, фокусируйся. У него оторвалась вот эта вот пластиковая обойма. Вот мой, короче говоря, вот моя пластиковая обойма, которая оторвалась. Сейчас мы будем это дело менять. Так, для начала снимем руль. Пока я вот только что снял декоративную вот эту вот накладку. Сейчас я сниму руль и дальше покажу, что еще нужно будет нам откручивать и снимать. Так, вот как вы видите, я снял руль. Сейчас нам надо будет снять вот эту вот пластиковую деталь. Я не знаю точно ее название. Снимаем вот эти вот боковые переключатели поворотников и дворников. Вот на таких защелках они крепятся. Вот так раз. Так, одной рукой не получается это все хорошо делать. И вот вторая. А саму же вот эту штуку надо открутить этот болтик, ослабить его, и она вот так вот выходит. Так, вот тот самый главный виновник, вот этот подшипник. Здесь вот бывает такая вот пластиковая вот эта вот обойма. Для того, что она у меня сломалась, оторвалась. Вот, как вам сейчас? Ну, короче говоря, она болтается из-за этого. Потому что такой люфт там, зазор. Теперь нам надо открутить вот эти вот болты, которые держат, так сказать. Они, как вы видите, без граней, ну, специально сделаны заводом. Надо их зубилом, короче говоря, раскрутить. И остаются потом у нас снизу болты. Ну, я вам покажу, я посвечу вам после этого. Сейчас сниму сначала эти болты, потом покажу. Так, друзья, снял я вот ее. Смотрите, вот этот вот подшипник я поменял, уже новый поставил. Вот он мой старый. И заодно задний тоже надо будет поменять, потому что он тоже был разбитый. Как это все дело снимается, по идее? Вот сам вал. Вот его передняя часть, которая бывает со стороны руля. Вот его задняя часть. Я вот не показал вам, когда снимал. Я когда буду собирать, покажу, как одевается, ну, как она там бывает. Ну, болт откручиваете просто, который фиксирует, и все. И она освобождается. Также вытаскиваете вал с задней стороны. С передней тоже можете попробовать, конечно, но ну, я заднюю вытащил. Получается, я ее выбивал, и она у меня вышла с задней стороны. Друзья, вот так вот одевается вал на свое место. И надо будет забить другой подшипник с задней стороны, который. Только очень аккуратно это все надо делать, чтобы не испортить. И можно будет все это сделать, собрать в обратном порядке. Так, друзья, в общем, все собрано. Короб все собрал я уже. Руль четко все держится, не трясется, не тарахтит. Машина только завел, холодный пуск у нас пока. Как вы можете наблюдать, все четко. Вот я шатаю его, все нормально, все закреплено. Единственная проблема вот с этими болтами, которые вот сбоку бывают, которые держат этот замок зажигания, вот с ними чуть повозиться приходится. Ну и там бывают болты еще такие, которые надо срывать. Вот с этим чуть возня есть, а так ничего сложного нету. Выбивать подшипники и забивать, абсолютно такого сложного нету. Не стал вам снимать именно процесс выбивания самих подшипников, но я думаю, это в принципе не так прям обязательно. У кого руки есть, то может спокойно сделать такую работу. Так что всем, кому было полезно это видео, если кто-то с этим столкнется, я буду очень рад тем, что поделился такой маленькой информацией. Конечно, весь процесс не получилось снимать, так как руки были заняты, и так что извините за это, так скажем. А так, всем пока, всем салам алейкум, подписывайтесь на канал,
прожимайте колокольчик, ставьте лайки и до скорого. Давайте.